Присаживайтесь. Добрый. Я вам извиняюсь. Общаться будем? Да, давайте поговорим. На камеру имеете в виду? На телефон. Да? Без У проблем. нас камеры нету. Без проблем? Зачем вам это надо? Вы так типа давай. Не понял. Зачем тебе это надо? В смысле, вам надо или мне надо? Мне надо. А. Зачем тебе со мной общаться? Нафига тебе это надо? Ну, Можно на ты? да, конечно, без проблем. Мне вот чисто ради семьи. То, что домой написать, позвонить. А если, знали, а если не звонить? На, куришь, не куришь? Да, курю. А если, Написать достаточно, мне, чтобы дома знали, то, что я живой, со мной все. а если бы не было возможности написать или Сейчас позвонить? было бы, конечно, на душе тревожно, беспокойно, но Не, это понятно все. Я говорю про сейчас. Если бы не было возможности позвонить или написать, ты бы общался? если честно, то нет. Конечно, тогда не будем общаться. Не, ну, имею в виду на камеру, а вот так поговорить, я всегда рад поговорить. Если, обо всем. А зачем мне говорить не на камеру? Но если вам удобнее будет на камеру, если вы хотите, то давайте на камеру. Я как бы... Нет, смотри, история следующая. Ты пришел позвонить или написать, что ты живой. Да. Раз. Я тебя спрашиваю, если нету такой возможности позвонить или написать, ты бы общался на камеру? Ты говоришь, честно, нет. Я говорю, тогда, ну, а смысл нам общаться? Нет, если у вас желание просто со мной пообщаться. Просто нет. поговорить, а зачем мне это надо? Я уже с такими, как вы, поговорил, 700 человек прошло через меня. Двухчасовых бесед. Вы мне что-то можете рассказать, то, чего я не слышал? Я думаю, я не смогу рассказать то, что вы не слышали. Ну, посему возникает вопрос, нафига мне надо тратить свое время просто поговорить? Это получается, тогда я ваше время буду тратить сейчас. Совершенно верно. И от этого мне толку никакого не будет. Понимаю вас. Ну, то есть должна быть какая-то логическая цепочка. Взаимовыгоды имеете в виду? Так какая может быть взаимовыгода? Но то, что я смогу домой сообщить, а вы Это сможете кому записать. будет хорошо? То, что я смогу домой, это для меня. То, что Да. сможете записать вы беседу, это для вас. Чем Как? мне это хорошо? Мне А я не нафиг это знаю. не надо. Ну, так да. Я думал, вы блогер. Я блогер, так и есть. Для вас контент. Этого контента Я понимаю. 3 вагона еще хватит на 2 года выкладывать. Я просто не смогу ничего большего предложить. А мне ничего не надо предлагать. Я просто... смотри, какая история. Есть такая организация Красный Крест, которая написала о том, что я как блогер нарушаю. Они так и написали. Блогер, короче. YouTube канал указали наш. Сказали, что мы нарушаем права военнопленных, давай им звонить. И вообще все интервью проходят под принуждением. И поводом дать интервью и пообщаться, побеседовать является звонок. Я не хочу, чтобы происходила манипуляция. В том, что без звонка мы говорить не будем. Я не хочу просто тратить ваше время впустую. Да вот ты же про моё мое желание, время, то, что- ты про мое время не думай. Я же, если здесь я с тобой общаюсь, значит преследую какие-то мотивы. И вот если ты угадаешь, нафига я это делаю, то вот будет круто, если ты думающий. Потому что с контентом все хорошо, поверь. У вас слишком дофига. Мы выкладываем 1 ролик в день. Уже на канале там, под 700 военнопленных выложено. Интервью от 10 минут до 3 часов.
Какие у тебя варианты будут? Нафига мне это надо? Чтобы показать массам. Ну, да, есть такая теория. А что показать? Ну, то, что военнопленный. О чем То, мыслит что, военнопленный. то, что о мы чем... военнопленный, ну вот то, что мыслит военнопленный, да, есть такое. Что еще? То, что чувствуют, переживают. Вообще, будет, наверное, суть нашу показать. Кто мы, что мы, чем руководствовались, когда шли. Обо всем. Офигеть. Да, именно для этого. Да? Именно для этого. Ни более, ни менее. Я не знаю, будет у нас телефонный разговор или не будет. Нет, только смс-ку отправить, все. Голосовой. Вопрос же, если не, разрешите. вопрос же не в смс. А? Если разрешите голосовой отправить мне. Не, вопрос не в этом. Я не хочу, чтобы ты разговаривал со мной из-за того, что я дам тебе телефон. Потому что это будет покупка тебя в обмен на телефонный звонок. Понимаешь конструкцию? Что добровольно вот пообщаться, имеете в виду? Нет, если я тебе дам позвонить или отправлю смс-ку, или ты там отправишь голосовое, это будет не добровольная беседа. Это будет, я покупаю тебя за телефон. Равно это будет не добровольно. Ну, а если вот, ну, сам как бы не против пообщаться. А как ты можешь это доказать, что не против пообщаться без телефонного звонка? Как это, ну, зачем тебе это надо? Ради общего своего развития, не знаю. В YouTube попасть, посмотреть. В YouTube попасть? Ну так, ради опыта, личного опыта. Ну, у нас Я- 1,5 миллиона YouTube канал. Это много или мало? 1,5 миллиона – это большая аудитория. Да, из них половина ваша. Как бы я приветствую опыт, любой опыт такой важен. То есть без телефонного звонка и без голосового сообщения вы хотите со мной пообщаться? Для опыта. Да, я буду рад с вами пообщаться. Что даст выложенное интервью без звонка? Это не интервью, это беседа. У нас можно матюкаться, нужно спорить со мной, доказывать свою точку зрения. Для меня интервью – это впервые. Для меня как бы... Чисто опыт? Да, ради того, чтобы... У Дудя бы хотел побыть? У Дудя нет. А у кого бы хотел? Я мало блогеров знаю, но мне Кого больше ты смотришь? Куплинова смотрю. Хрен его знает, кто это. Но это игровые, Не, такие ну, как обзорщики. У нас война. Нема времени. Это я понимаю. А что ты думаешь, как будет интервью проходить? Вы мне зададите вопросы, я на них отвечу. Мы о чем-то порассуждаем вместе. А какие вопросы мне надо задать? У меня, видишь, даже листика нету с вопросами. Я как Дудь не буду сидеть с телефоном смотреть. Какие вопросы ты хочешь, чтобы я тебе задал? Я не знаю, никогда не был на Давай интервью, но 10 вопросов, которых ты хочешь, чтобы я тебе задал. у меня нет такого. Ну зачем, допустим, как я сюда пришел вообще? Хорошо, Ну, задам. Так, как я оказался тут, что я чувствую, переживаю, как я отношусь, как я думаю, что относится семья к этому, что вообще сейчас семья чувствует. Давай. Не встать? Нет, ты сиди. Мгм. Просто сиди. Вы сиди. Ты сиди. Но ты можно, не можно? Да, конечно. А, я уже спрашивал, Да? да? Туплю.
А, блин. Ёлки-палки. Да, точно. Говоришь, опыта не было такого, да? Да, для меня это вновь то, что интервью. Я извиняюсь, можно воды? Да. Офигеть, интересно, он не поломался? Имеете в виду микрофон? Ну да, он упал только что. Я его зацепил. Может, как-то проверить его? Ну, как ты его проверишь? Ну, вроде дергается. А, ни хрена, подожди. Охрана отмена. Мы за вас платили деньги? Нет. С вами записывали ролик, что вы вас взяли в плен по программе Дмитрия Владимира? А, это да. Еще как меня должны были только сюда доставить, Да, все правильно. вот тогда бы записывали ролик. Да, все правильно. Пепельница тоже. Я нажал запись. Я не видел. Хрен его знает, да? Нажал. Добрый день. Здравствуйте. Как у вас дела? У меня сейчас довольно неплохо. А что неплохого? Но я сейчас сыт, согрет, на мне одежда. До этого вы были не сыты, не согреты? Ну, учитывая то, что я в плену, мне кажется, я в хороших условиях. До плена вы когда последний раз принимали душ? До плена я принимал душ, еще находясь на базе, я ходил в баню. Это когда было? Недели полторы назад, Типа 1,5 недели не мылись. да? Еды вам достаточно было, когда вы воевали? Да, с едой проблем не было. Понял, хорошо. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Григорий, Живаев Григорий Евгеньевич. Ваша дата рождения? 29 мая 2000 год. Город рождения? Я родился в городе Чита, Забайкальский край, Россия. Забайкальский край. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию данной беседы? Да? Зачем вам это нужно? Ради того, чтобы показать людям, кто такие военнопленные, что они переживают. Вам есть что показать? Рассказать? Я думаю, я смогу рассказать о том, что я чувствую, когда попал сюда, то, чего я ожидаю в дальнейшем. Когда вас брали в плен и, там, возможно, уже там, оттянули от передка, с вами записывалось видео, что какое-то видео записывалось? Нет. Как нет, если вы сказали, что да? Имеется... Только вот то, что по программе обмена. О, да, не по программе. Это наша программа блогеров, моя и Вовы Золкина. Мы благодарим наших военных за то, что вас не убивают, военнопленных. Для того, чтобы пополнялся обменный фонд, чтобы потом вас поменять и, ну, по сути, чтобы поменять и забрать наших защитников, которые защищают свою землю, свой дом, нас защищают. Сейчас несколько деталей тут будет. Здравствуйте, друзья! Как вы знаете, в рамках программы «Обменный фонд Дмитрия и Владимира» мы выплачиваем вознаграждение нашим бойцам, которые берут в плен российских военных. В результате они будут обменены на наших людей, которые находятся в российском плену. Кроме прямых денежных выплат, мы также передаем нашим бойцам дроны, старлинки и прочие необходимые им вещи. Отчет о нашей деятельности вы можете найти на нашем телеграм-канале Володимир Золкин. Вы сказали, что вы можете рассказать о
эмоциях. Наверное, это впервые так было. Давайте сделаем такую беседу, интервью. Вы сами расскажете то, что посчитаете нужным. А я буду в некоторых моментах просто уточнять, чтобы не получилось, что это какой-то допрос или еще что-то. Интересно от момента там очень кратко про вашу семью. Там, жена, не жена, дети, не дети, там, образование. Потом вас мобилизовали там, с привязкой ко времени. Там, датами там, плюс-минус пару дней. Понял? Могу начинать? Да. Моя семья и мать, отец, полная семья, ну, мать с отцом в разводе. Я состоял в гражданском браке, у меня был свой дом. Ну, как был, есть свой дом. Там моя супруга, мы ровесники, даже учились вместе. Сколько вам полных лет? Мне 22 года. У меня есть свой дом. Это что значит? Ну, то есть у меня свой собственный дом. А где? Участок, и на участке дом стоит. Это с родителями или ваш личный? Нет, наш. Вдвоем. Как вы его приобрели, купили в 22, да? По наследству достался от дедушки. А, понял. Вот так в нем живем. Ну, огород, хозяйство. Обычная сельская жизнь. Понял. Образование? Образование у меня среднепрофессиональное. Закончил техникум. Закончил даже хорошо. По специальности? По специальности не смог пойти. Не, а по какой специальности закончили? У меня специальность проводник почтово-багажного, проводник пассажирского, проводник спецвагона, билетный кассир. Ну, еще дополнительно отучился на охранника и могу заниматься детективной деятельностью. Ничего себе. Детектив? Ну, я могу заниматься этой деятельностью, но там свои нюансы есть тоже. А есть такие курсы или что это? Я такого просто даже не слышал, не знал. Я когда обучался на охранника, там я обучался на 6-й разряд, самый высокий. И в придачу к этому нас заканчивали что-то вроде курсов на детективную деятельность, то, что у меня есть разрешение, то, что я могу этим заниматься. А у вас есть в стране такое детективная деятельность? Но вот на курсах я только об этом узнал, то, что я могу этим заниматься. Угу. И То что есть вы можете разрешение. делать? Но там было краткое видение, то, что я могу наблюдать, но не могу записывать, допустим, фото, аудио, видео объекта. Угу. Я не знал такого, прикольно. Ну, наверное, такое есть. Да, дальше. Ну, после учебы я думал о том, чтобы уйти по профессии работать. А Но какой из? я хотел на железную дорогу, но не прошел по состоянию здоровья. У меня со зрением неважно. Так очки. Нет, когда пришел на комиссию, там дело было в том, что само состояние на тот момент, в очках или без, само состояние было важно. Ну и я пошел потом уже работать в котельную. Работал просто кочегаром, машинист топливоподачи. И график у меня был такой, то, что я мог позволить себе подколымливать. Колымил на стройке и грузчиком подколымливал. Но денег в общем хватало. Сколько вы всего в совокупе со всех работ могли зарабатывать? Ну, в среднем в месяц. До 60 тысяч рублей. Ну, нормально. Срочку вы служили? Да, срочку я служу. Где, когда? Срочку я служил с 19 по 20 год в Иркутске. Связистом был. Что связывали? Ну, срочка это не то, что я там как связистом. У меня были свои обязанности, но в основном я по работам. Ну, там подкопать, подгрести, убрать территорию. Я В понял. основном вот такое. Связист чернорабочий. Да. Да, дальше. Расскажите 22 год. 22 год. Ну, также вот работал кочегаром, подколымливал. Затем попал под мобилизацию. На момент мобилизации что вы знали, что происходит? Я тогда даже не имел ни малейшего представления, знал то, что идет специальная военная операция. Я не знал, куда попаду. Ну, не имел представления, никогда не бывал в таких условиях. И вот меня забрали. Что значит забрали? Как вас мобилизовали?
Ну, то есть пришла повестка, Мгм. все, я там в военкомат потом пришел уже. Там с повесткой сказали, вот в обед вы уезжаете. Собрал минимальные вещи, там, теплые вещи собрал, покушать с собой взял. Это когда было? Это было 2 марта. Этого года уже, Да, 23-го. 22-го. 23-го, извиняюсь, 23-го Да. года это было. Мгм. Что жена говорила? Она была против, не хотела, чтобы я ехал. Да и я не хотел, у нас дома, как я говорил, было хорошо, все, идиллия, семья. Мгм. Для меня это было самое важное. Да и сейчас остается важным семья. Куда вас после военкомата отвезли? Нас отвезли в соседний город, можно так выразиться, село. Вот мы там проходили обучение. Ну, обучение стандартное, то, что как правильно стоять, ползти, лежать. Мгм. Ну, обращаться с оружием учили, как правильно будет, как более эффективно, как говорится. Понял. Когда вы попали на территорию Украины? 11 апреля. 11 апреля. Да, 11 Куда, апреля. куда вас привезли? Я плохо знаю местность, но под Волноваху. Это я Волновах. знаю. Да, понятно. На момент попадания в Украину вы уже гуглили, что происходит там, читали новости? Ну, в общем, прям обобщенно вот читал то, что ждал, надеялся, то, что в какой-то момент проскочит новость, то, что все закончилось, и можно будет вернуться домой. Ожидал этого. Каждый день залазил и листал ленту и ждал. Какую ленту? У меня был с собой телефон, и я в Телеграме листал, ВКонтакте. В Телеграме какие каналы вы смотрели? КБ называется. Control Bulls, как-то так называется. Не знаю такого. Мгм. Ну вот, 11 апреля, когда мы сюда приехали, где-то под Волновахой стояли. Кормили хорошо, Ну, вот, значит, хорошо. не напрягали. Еда была то, что нам привезут уже готовая. Все этим мы кушали. Как бы не было такого, что сухпайки, не сухпайки. Но они были, но как бы все равно такое вот горячее. Могли сами что-то приготовить. Я понял. Когда вы попали в плен? В плен я попал. Могу примерно только сказать, Примерно. что это 26 апреля было. 26 апреля. То есть, по сути, повоевали вы с 11 апреля по 26 апреля. 2 недели. Нет, я даже не воевал. Мы большую часть времени я стоял у себя на базе. И 22-го ночью нас собирают, говорят, так и так, наши ребята погибли. Мгм. Вот те, вот именно с кем я сюда ехал, они пошли в наступление. Сколько там человек погибло? 8 человек. Чего так мало? На тот момент мне даже вот эта цифра показалась гигантской, ведь Вы, за один- вы тонкой там какой-то фактуры душевной человек или ну, то есть 8 человек это вообще не число. Ну, что-то наши в этот момент. Серега даже у нас там есть. Он знает, что если наши валят, то там сразу 100, 200, 300, там 8. Ну, извините, да, это отступление было. Но если брать человека как единицу, тогда да. А вот если брать как личность, А даже сейчас, один секунду. много. Серега, сводку Генштаба, пожалуйста, там объяви людям на там, такое-то, такое-то, столько-то тысяч, прирост в день столько-то. Это, вот, кстати, прикольно людям напоминать. Если вот брать как личность человека, даже один это уже много, как по мне. Ведь до этого я слышал, За что эти люди погибли? 8 штук. они собирались идти в наступление. Это понятно, они пошли выполнять чей-то идиотский приказ. Да. Я про глобальный вопрос. За что? За какие идеи? За какие вообще? За родину, там, за царя? Там. Был приказ, и они пошли. Они с этим, на эту тему с ними не разговаривали. Давайте с вами поговорим на эту тему. За что вы пришли нас убивать? Я не хотел вообще не убивать, не хотел войны. Все преступники говорят, что в принципе, наверное, 9 из 10 говорят, что я этого не хотел делать. Так получилось. Пришел сюда по мобилизации. Это понятно.
Вот Чего, так-то ничего вы не сло- отказались от сложилось. мобилизации? Потому что, с одной стороны, меня могли посадить. Поэтому я пойду убивать украинцев. Но за время, которое провел тут, я не убил ни одного человека. И даже не Это сделал ни ваши одного слова. выстрела. Это ваши слова. Смотрите, вы знаете, что вы идете на войну, Да? где вам дадут боевой автомат, Да? вам отдадут приказ куда-то бежать, в кого-то стрелять. Вы бы стреляли, если бы вы столкнулись один на один, например. Я не знаю, как вас взяли в плен, мы это узнаем. С нашим защитником, который у себя дома. На второй стороне медали, на второй чаше весов у нас тюрьма. Вы выбрали... Все верно. Вы выбрали пойти убивать. Что мы вам сделали плохого? Мне ничего. Зачем вы пришли нас убивать, если мы вам ничего плохого не сделали? Таков был приказ. Вы термин «преступный приказ» знаете? Догадываюсь, о чем он. Но О до этого чем? не сталкивался. Понимаете, в чем дело? У вас очень типа структурная такая позиция. Был приказ, они пошли, по приказу погибли. Вообще глобально, что делает ваша недострана у нас в стране? Ну, Украина это независимое государство? да. Почему? Самостоятельное государство. Самостоятельное, независимое государство. Правильно. Почему вы как оккупант пришли? Как фашистская, нацистская Германия в 1939 году напала на Польшу. Вы же согласны со мной, что вы оккупант? Если Я нет, пришел незаконно сюда. Я с этим согласен. вы пришли захватывать наши земли. Что я вторгся на чужие территории, в чужой дом. Совершенно верно. Волноваха это всегда был наш населенный пункт, наша территория. Ну, мы просто там говорили про чувства, про эмоции, вы хотели рассказать про них. Я приближу вас к реальности чуть-чуть. Если вы думали, что это будет беседа какая-то мягкая или в формате того, что я вылью свою душу, нет, вы будете, если захотите, рассказывать, но только мы будем постепенно доходить до какого-то конструктива. То есть я хочу понимать, что человек, с которым я разговариваю, понимает, что он оккупант. Если он со мной не согласен, то докажите мне, почему вы не оккупант. Да, я понимаю то, что я сюда пришел в чужой дом, на чужую территорию. Да. И то, что для вас, вы сразу видите то, что нет у нас никаких добрых намерений по отношению к вам. 100%. Да. Поэтому, как оккупант, как враг. Да, совершенно верно. И все-таки мой вопрос очень интересен. Вы как типа интересный человек, мне кажется, не всегда там пленные так говорят. За что погибли эти 8 человек? За какие цели такие? Мне кажется, за то, что верхушки элит не смогли договориться, и пострадали они. Каких элит? Наш президент и ваш президент? Да, я думаю, вот так. То, что любых жертв можно избежать, если бы они могли договориться. Если наш президент не хочет, чтобы мы становились такими же рабами и крепостными, как вы, потому что мы свободный народ, у нас своя нация, Украина. А вы, как нацистская Германия, в 4 утра выпустили 80 различных ракет. В первую ночь убили очень много мирного населения. Обстреляли Харьков. У меня на интервью был военнопленный, который рассказывал, как нажимал градами. Дивизион градов стоял и ураганов по мирному спящему Харькову в 4 утра 24 февраля 2022 года. Без объявления войны. Может, это как-то наведет. А вы жили у себя? Из какого города, еще раз напомните? Город Чита.
В Чите вы жили и не знали. До марта 2023 года вы не знали, что ваши, возможно, друзья, соседи воюют и убивают нас, украинцев. Вам было похрен. Вы жили в ракушке. Вы сказали, меня кроме семьи и работы ничего не интересует. На тот момент я не имел ни малейшего представления, что Да, такое вы не война. занимались, вы не интересовались политикой. А потом царь ваш решил заинтересоваться. А почему это он ходит на работу? У меня солдат не хватает. Ну давай, иди сюда. Давай. Как вам в таком русле говорить? Это будет опыт? Да? Это честный разговор. Ну, я не знаю. Я оперирую исключительно своими знаниями, навыками и владением ситуацией. Скажите мне, пожалуйста, почему ребенок должен сидеть в подвале? Почему в мой дом в городе Чернигове прилетел ФАБ 500-й? А моя мама сидела 17 или там 16 дней в подвале. Без света и воды. Такие ужасы войны. Ужасы войны? Тут так всего лишь такая простая фраза. Ужасы войны. Да, так расскажите все-таки. Не знаете вы, за что они погибли? Ну хорошо, не знаете, не знаете. Отправили вас куда-то, да, ночью вас собирали. Да, сказали то, что нужно откопать тела. Угу. И вот мы собрали с собой амуницию. Сколько вас было? Человек 11 надо было. Пошли искать тела, откапывать. Да, нас повезли на Урале. Приехали в Никольское. Угу. Все, там показали примерно, где находятся тела. И то, что их нужно выкопать. И вот мы посменно ходили, должны были откапывать их. Откопали? Только нашего командира. Откапывать это в них типа прилетело что-то? Да, их накрыло артиллерийским огнем, пока они были в блиндаже. О, это похоже на правду. Метко наши стреляют. А остальных что не откопали? А остальных откапывали, но я уже не застал этого. Я уже в тот момент попал в плен. Тогда возвращаемся, как это было. Откапываете вы командира, командир вам привет, братаны. Или не так? А, командир мертвый был. Все происходило так, то, что он был на передних позициях, то есть в самом таком эпицентре всех действий. Были закопаны 8 человек. Мы пошли откапывать их. И там рядышком при обстрелах, при дронах мы укрывались в блиндаже. И вот в какой-то момент также при обстреле, при дронах мы укрылись в блиндаж. И в какой-то момент закатилась граната в блиндаж. Нас там сидело 2. И что дальше? Да я еще даже не сообразил, просто первые секунды, наверное, смотрел на гранату. В голову туда только приходило понимание того, что вот-вот оно взорвется. Вся жизнь будто перед глазами начала проноситься. Я схватил бронежилет, который был, и укрылся им. Затем взрыв меня оглушило, там сразу будто каша такая в голове. Множество моментов каких-то, которые не могли сплестись друг с другом. Просто будто картинки. И тут я уже вываливаюсь из этого блиндажа, и все, меня окружили. И А где ваш товарищ напарник? тоже. Он также, он рядышком был. Там блиндаж. Его он, тоже взяли в плен? Да, он маленький блиндаж, вот мы успели только. Одну секунду, будет пауза. Я вернулся. И вот, когда уже брали в плен, там, я только думал о том, что я сейчас, если погибну, я больше никогда не смогу вернуться домой, к родным. Не смогу обнять, увидеть их. Не смогу вернуться к той жизни, из которой был вырван.
Это Тогда вы я боялся рассказываете этого. про ощущение, когда вас взяли в плен, первые минуты плена, да? Да. Вам завязали глаза, да, наверное? У вас было... Нет, нас сначала какое-то время просто вели от передка. Потому что там были постоянные обстрелы артиллерийские и дроны. И уже после того, как нас вывели оттуда, завязали глаза. Ну, И дальше вот уже, наверное, около недели я прожил так, что у меня были завязаны глаза. что вы думали эту неделю? Я думал только о том, то, что я подвел всех своих родных. Что вы думали? О том, то, что я только подвел всех своих родных. О том, то, что я уже не вернусь домой. А почему вы подвели родных? Потому что пошел сюда. Пошел на войну. Видите, оставшись дома, я бы мог так же проживать свою жизнь. Насыщенно. Дома я был счастливым человеком. Сколько на этой людей было убито наших счастливых людей? Сколько семей было разрушено? Почему мысли правильные приходят только после большой проблемы? Такова, мне кажется, человеческая сущность. Нет. Это простая фраза, не оправдывающая, ну, то есть, как бы это разумно сказать, точнее умно. Очень легко сослаться на то, что не изучено человеком, в частности, на некую сущность. Ведь в тот момент, когда человек этого еще не переживал, не находился в этих событиях, сложно ему думать по-другому, то, что он сможет это пройти или не сможет. Если он не был в такой ситуации, не был... До 26 числа, 26 числа? Да. В период между 11 и 26 числом вы видели 200-х, 300-х? Нет. Нет? Нет, ни разу. Вообще даже не слышали ничего? Я увидел 300-го 26 числа. Я про другое хочу сказать. В формате того, что хорошие мысли из серии того, я бы мог прожить хорошую жизнь с своими родственниками, приходят после больших проблем. Вы уже, извините меня, с марта месяца были причастны к мобилизации. Я не думаю, что вы не знали, что здесь происходит. Что вы ни разу не натыкались в той же самой телеге на какие-то каналы, где показывают правду войны. Я даю 100%, что увидели эти видео, как дроны сбрасывают воги, как сбрасывают гранаты. Вы видели кучу трупов, вы видели, как прилетают грады. Вы это все видели. Я это видел, но только по сети. По сети. Вам этого недостаточно понять, что здесь не курорт и не отдыхают. И что вы, оккупант, захватываете чужую землю ценой тысячи жизней, как мирных, так и наших защитников, так и своих же оккупантов. У меня тогда не было такого вот представления об этом, обо всем. Не было тех самых мыслей, которые сейчас, после всего вот этого. А это называется глупость. Да, я не отрицаю. Поэтому ссылаться на то, что вы вначале сослались, ну это... Почему люди, которые узнали о мобилизации 21 сентября, 3 миллиона ваших там человек свалило из Рашки? Они могли себе это позволить. Я не знаю, не имеет значения. Вы тоже могли себе это позволить. Я не мог себе это позволить. Вы могли себе это позволить. У вас есть дети? Уехать куда-то. У вас есть дети? Нет. Нет. Вы могли спокойно сесть куда-нибудь и уехать в любую другую страну, где вам не надо там загран какой-нибудь, либо что-то, либо чего-то. Но вы этого не сделали. Вас это не касалось. Так просто в любую другую страну не переедешь. Я не верю человеку по своему опыту, который за март месяц вас мобнули, да? Да. За 12 месяцев, который не знал, что здесь происходит, который не знал, что сделали вы с Мариуполем,
с Бахмутом. Я в это просто не верю. Я не верю, что человек может на год уйти в себя, пусть даже под соусом. У меня есть семья, у меня есть дом, у меня есть огород, работа, и плюс я еще подрабатываю. Но настолько нельзя уйти в себя. У вас не было ни одного знакомого, друга, общего какого-то там, который погиб на войне? Не было. Это плохо. Это вот то, что я говорю, что пока каждому в дом, в семью не приедет 200-й, они будут вот так вот сидеть. Я просто вам не верю. Откровенно говорю. Ну, год это много. 190 тысяч уже ваших убито. И это правдивое число. У меня не было такого восприятия, то, что вот так все. Нам по новостям другое показывает совершенно. Не говорят про число погибших. Не показывают страшных картинок, где руины города. Знаете, чем отличается человек от, например, собака нельзя сравнивать? Ну, банально там, с кем бы таким. С рыбкой маленькой какой-нибудь. Вообще просто с рыбой, с любой. Тем, что у человека есть мозг, который может что-то думать и анализировать. У рыбки мозга хватает на 7 секунд. Я читал просто когда-то про это. Или кто-то поговорил. 7 секунд хватает рыбки. Вам говорят новости, вы не можете их проверить. Но я на этом тогда еще не зацикливался так. Показывают технику, солдат. Посмотрел, а усвоить даже не об... Какой вопрос вы еще хотели сами себе задать? о том, что чувствует сейчас моя семья. Что чувствует ваша семья? Тревогу, беспокойство. Это самое малейшее, что я могу сейчас чувствовать. Отчаяние. Или невыплаченные 7 миллионов за смерть? У меня семья не меркантильная. Ну, возможно, я могу только вам верить. Ну, есть же такой вариант. Я уже столько навиделся, что и наслышался. Я сразу могу отрезать этот вариант. Я уверен. В чем вы боитесь ФСБ? Я не боюсь ФСБ. Ну, мы Я говорим. боюсь лишних вопросов ко мне. Лишних вопросов? Ну, не знаю. Ну, на какой, например, неудобный вопрос вы не хотите отвечать? Я даже не могу представить. Боюсь, что могут загнуть все так-то, что я окажусь виноватым. Хорошо. Кто начал эту войну? Россия. Есть конкретное одно лицо, которое ответственность должно понести как минимум? Хорошо, группа лиц. Те, кто начинает это развязывать. Нет, те в должны этой нести. вашей стране, Рабзии. Кто начал войну, и которая привела к многочисленным жертвам? Я думаю, что специальную военную операцию начинало именно правительство Российской Федерации. Фамилия есть у этого правительства? Ну, первый человек, наверное, который в правительстве Путин Владимир Владимирович. Царевич, Шойгу. правильно. Второй, да. Сергей Кужугетович. Да, оленевод. Знаете, да, что он недавно проводил выставку своих деревянных скульптур? Нет, не знаю. Не знаю. Резьба по дереву его хобби. Вместо того, чтобы воевать, он буратин там строгает. И они реально не прикалываются. Сергей Шойгу. Да. Впервые об этом слышу. Блин, я покажу потом. Это реально трэш. Здоровенная такая выставка, короче. Ну, там и буратино такие, как вот этот стол по размерам. Хобби у него. Судя по количеству экспонатов и по количеству объема древесины, там, во-первых, можно было отопить там полсела какого-нибудь, ползимы. Но он этим должен заниматься 24/7. Ну, либо за него. Это все настрогали, а он типа пришел, это моя фигня. Очень может быть, потому что это классическая схема. Кто победит в этой войне?
Я думаю, не будет победивших. Нет. Война это в любом случае дело только проигравшего. Не, да, вы хотите уйти в эту полемику, короче, это тонкий лед для вас, наверное. Хотя вы сказали, что вы хорошо учились. Когда началась Вторая мировая война? 1941. Нет. 39 год. Виноват. Да. А дата? 2 сентября. Ну, плюс-минус пойдет. 1 сентября. 1 сентября. Да, что произошло? В 4 часа утра нацистская Германия напала на Советский Союз. Нет. То, что вы сказали, произошло в 1941 году. А что произошло в 1939 году? 1 сентября. Нацистская Германия напала на Польшу. На Польшу. А что произошло 17 сентября 1939 года? Захват Польши. Нет. Еще нет. Позже, да. Но что произошло 17 числа? На 7 дней позже. Советский Союз напал на Польшу. Знали такое? Когда два государства нападают на третье, у них какой статус друг по отношению к другу? Я впервые слышал о том, что Россия нападала на Польшу. Не Россия, а Советский Союз. Советский Россия Союз. потом получилась. Недообразование это. Потому что вам эту историю не рассказывают. Ее прячут от вас. Ну, это мировая история. Еще раз, кто? Две армии, когда нападают на третью страну, они между собой кто? Союзники. О, прикольно. Вы знали, что Советский Союз, на который вы так восхваляетесь, потому что я вижу, что вы любитель России и Советского Союза, были Союза, были союзниками? Не знали, вы это уже сказали. Вы знали, что был совместный парад нацистской Германии и Советского Союза, Красной Армии? Такого же не может быть. Вообще не может быть. Такого не может быть. Мы были соперниками, врагами по отношению друг к другу. Воспользуемся запрещенным гуглом у вас, ну, условно запрещенный. Набираю парад в Бресте 1939 года. Парад вермахта и Красной Армии в Бресте. Как это было? Deutsche Welle. Кого мы тут видим? Солдаты вермахта. Угу. Совместный парад вермахта и Красной Армии в Бресте. Сентябрь 1939 года. 22 сентября в Бресте торжественным маршем прошли мимо салютующих немецких генералов и советского комбрига части вермахта и Красной Армии. Или этого не было? И тут рассказывается, как это было. И почему это было. Был парад. Читайте. Вслух читайте, чтобы людям тоже. 22. Ну, вот это начинайте. 80 лет назад, 17 сентября 1939 года, советские войска вступили на территорию Польши. В самом начале Второй мировой Польшу разделили два тоталитарных государства. 23 августа исполнилось... Это нажимаем, ну, открываем ссылку. Окей. Было 6 часов утра, когда 17 сентября Красная Армия вступила на территорию Польши, что было в августе обговорено в секретном протоколе так называемого пакта Молотова-Риббентропа, заключенного между СССР и нацистской Германией. Прошло чуть больше 2 недель после нападения Гитлера на Польшу и начала Второй мировой войны. Во вторжении участвовало более 4000 советских танков и свыше 600 тысяч человек, причем Советский Союз
начал вторжение без объявления войны, сопротивление было незначительным, потому что значительная часть польских солдат в это время была задействована в боях с вермахтом. Ну, эта история, я смотрю, что она вам не сильно заходит, вы ее не знали. Интересная история, да? Шокирующее. Шокирующая? Чего? Прочитайте еще. Ну, это я первая ссылка открытая в Deutsche Welle. То есть, ну, все знают, кто знает, что это серьезная организация. До вторжения Красной Армии еще можно было надеяться на то, что война, по крайней мере, не обернется для Польши полной катастрофой. Считается польский историк Зибгена Возницка. Он напоминает о том, что хотя войска оккупантов уже стояли в Варшаве, однако такие крупные города, как Люблин, Вильна, ныне Вильнюс и Лемберг, сегодня Львов, захвачены еще не были. По мнению эксперта, если бы не нападение СССР, то часть польского государства можно было бы сохранить, но после 17 сентября последняя надежда была утрачена. Даже в боев с Красной Армией дело не дошло. Верховный главнокомандующий польской армии Эдвард Рыцсимглы заявил за большевиками не сражаться. Далее наследие Сталина. Наследие Сталина, да. Как вам новости? Вы же не думаете, что это специально выложили? Статья 2020 года. Это, короче, общеизвестная история. 17-9-19. Что в 19 году это выложили, чтобы я вам сейчас прочитал. И парад был после захвата Бреста совместный. И Брестскую крепость начинали вначале штурмовать войска вермахта, а потом продолжили, передали позиции и доштурмовывала Красная Армия. И в период с 1939 по 1941 год Красная Армия, точнее Советский Союз, спонсировал немецкую нацистскую Германию. Они гнали туда нефть, дизель, там все, хлопок, еду. А когда в 1941-м Германия напала, потому что слили документы, потому что по документам Сталин должен был напасть на Германию, на союзника, на своего, то тогда у вас объявили Великая Отечественная война. Прикольно? История как бьет ручьем. Прокомментируйте что-нибудь. Не могу так сразу дать ответ. Не Он могу? получил совершенно иную информацию. Иную совсем? А как что вы учили? О том, что Брест брали только советские солдаты. А кто был в Бресте? Ну вот против оккупантов нацистской Германии. И о том, что у нас никогда не было совместного парада. Ну, он был. Смотрю, у вас ранимая сильно душа. Информация такая жесткая. После взятия Бреста был совместный парад. Парад в Бресте. Вот фотографии. Это кто? Солдат вермахта. А рядом кто? В кожаной курточке, ну, плаще. Правильно, красный командир. Ну, вермахта форма, видите какая? А это кто? Комбриг, командир бригады. Давайте фото откроем. Картинки. Давайте так. Так четче, да? У вас есть сомнения? Ну, вы же не скажете, что это фотошоп? Я не могу этого утверждать. Конечно, это будет самое бессмысленное утверждение. Это мировая история, все это знают. Но только она обрезана для вас. И в школах этого не рассказывают, потому что это неудобная история. Согласны? Как это так? Мы были пособниками нацизма, а тут потом, опа, все дела. Нацисты вы.
Что сейчас доказано в 2022 и 2023 году. Вы бомбите и уничтожаете мирные города. Вы напали вероломно в 4 утра. Буча, Ирпень, Гостомель, Изюм, где найдены массовые захоронения. И по новостям не было такого, то что про массовые захоронения, про бомбежки. Потому что города. кто это будет показывать? Если показывать правду, то тогда это будет... У серых масс могут возникнуть вопросы. Я вас заношу в серую массу, потому что вы не знаете историю. Хотя учились на хорошо. Но я согласен с тем, что вам давали. Возможно, с тем вы, короче, и там на хорошо и... Мы сейчас прервемся, потому что я что-то себя плохо чувствую. Я кашляю. Но мы продолжим завтра, если позволите. Да? Ну, я реально, вы же видите, да, кашляю каждых 5 минут. У меня там слезы текут. Поэтому, ну, вас задело это, да? Да. Вы можете, Вы можете пообщаться, ну, по вам видно, тут скрывай, не скрывай, как бы тут такая история. Мы продолжим с вами завтра, потому что мне надо, короче, таблеток каких-то выпить. Не могу долечиться никак. Да, Советский Союз был пособником нацизма в свое время. Мало того, я сейчас... Что-то пошло не так. А мало того, они еще, по сути, инициировали Гитлера в 1933 году или в 1932, когда он приходил к власти. Знаете эту историю? Инициировали? Да, они, по сути, взрастили Гитлера. И все началось с разрешения Сталина. Выборы 1933 года в Германии. Только одно тогда понять не могу. Чего? Это было более полувека назад. Это было больше, чем полувека назад. Да. И что? И только сейчас начинается Нет. открываться правда. Почему? Она всегда была. То есть, это я вам сейчас рассказываю. Вы сказали в 22 году. Эта статья выложена в каком 22 году? В 20 году эта статья выложена. Это хроники. Нет, вы сказали, что в 22 году это доказано. Нет, этого не могу. Я не говорил этого. Значит, я неправильно сказал или вы неправильно поняли. Да не говорил я такого. Это доказано, как только закончилась война. Но смотрите, Польша знает, что на них напали? Закончилась война. Польша знает, что на них Советский Союз напал? Ну, знает. Ну, зачем это доказывать? У них в учебниках так и написано. В 1939 году на нас напали 1 сентября одни, и потом 17 сентября вторые. Что тут доказывать? Это их история. Там погибло тысячи мирных жителей погибли. Потому что Красная Армия, помимо того, что убивала военных, она шла, грабила, мародерила и убивала, и насиловала. Что делаете вы сейчас? Потому что у вас это в крови. Это история Польши так рассказывает. Это история мировая. Есть понятие мировая история. Это знает весь мир. Это у нас написано в учебниках, в украинских учебниках по истории. Потому что это правда. В ваших учебниках по истории промежутка между 1939 и 1941 годом нет. Потому что это очень неудобная история. Понимаете? Если начать своим людям рассказывать, что мы были пособниками нацистов, то как бы народу это может не зайти. Согласны? Согласен. Мне может книжки принести, чтобы вы убедились, что там книга в печати, которая 1975 года, там это написано. Я понимаю. История как фальсифицируется фактами, манипулируется. О том, что в украинском учебнике истории написано то, что Германия нацистская и Советский Союз. Так написано правда.
А в учебниках России Нет, Не все было. за Сталина, все четко, короче. не было такого написано. Потому что это нельзя писать такое. Потому что деды воевали с нацизмом. А что бы случилось, если бы деды узнали, что они были вначале пособниками нацистов и помогали нацистам деребанить другие государства? Парад совместный провели в Бресте. Что бы деды сказали? И Сталин хотел Европу завоевать. Потому что у него наступательная армия была, а не оборонительная. У него количество танков было самое большое, чем все страны на Евросоюзе. Я смотрю часто на микрофон, потому что он садится. У него танчики были. Танк это какое вооружение? Тяжелое вооружение. Тяжелое, понятно. А оборонительное или наступательное? Смотря какой танк. Любой танк. Это что? Тяжелый танк. 72Б какой танк? Это смотря какой у него класс. ПТСА. Танк это наступательное, потому что для обороны танки не нужны. Нужны дзоты, окопы, нужны орудия, нужна авиация и другие средства. Танком штурмуют, атакуют. Какие БМП? Боевая машина пехоты, боевая машина десанта. Для быстрого прорыва, штурма. Есть такая классификация танков, как... Я это понимаю. Но есть понятие наступательное вооружение и оборонительное вооружение. Вот танк относится к танку наступательному. Так написано в военных книгах. Вы пообщаетесь с другими пленными. У вас там есть те, кто знают историю. А когда завтра продолжим, будет интересно. Договорились? Если захотите продолжить. На этом мы останавливаемся, потому что я себя фигово чувствую. Я думаю, Александр, да? Григорий. Григорий. Григорий это видит по мне по количеству того, сколько раз я кашлял. Мало того, пропал свет. Что-то поломалось. Да, там магнит только с ним. Прикольная история. Я знал историю совершенно иную. Мой что вам читают совершенно иную историю. мой дед воевал против нацистской Германии. Точно? Или он в начале с 39-го воевал с Польшей? Я в этом уверен. А? Я в этом уверен, что мой дед воевал против нацистской Германии. В Польше? В каком году он воевал? Это тут главный вопрос, в каком году он начал воевать. Про это мой отец мне рассказывал. Как Он бы рассказал, то, что мой дед воевал и потерял на войне ногу. Вопросов нет. Я говорю, загрустили вы совсем. Разрешите сигарету, пожалуйста. Да кури. Я забыл. Нахера ты спрашиваешь меня? Разрешите. Так я у вас в гостях нахожусь. Ты в плену. Немного Извиняюсь. Потому что неудобная история. Неудобную историю лучше не рассказывать. Как-то так. Что ты думаешь? Загрузился этим. Чем? Ну что столь масштабная фальсификация, манипуляция фактами историческими. Угу. Оно как бы понятно, то что... Хочешь тебя, чтобы до конца добить? Чтобы напасть на Советы, нужно было вначале развалить Польшу. Потому что она тупо находится по дороге, по пути. Нельзя напасть на Советы, не захватив Польшу. Но Гитлер договорился со Сталином о том, что давай мы навалимся вместе на Польшу, быстро ее зарешаем и все. И друг другу претензий не имеем. Гитлеру нужно было выждать время, чтобы повоевать с другим фронтом, западным. И весь мир рассматривает Вторую мировую войну как Вторую мировую. Не как Великую Отечественную, которая исключительно написана для истории Советского Союза.
А как Вторая мировая война. Бомбежки Лондона. Война во Франции. Нормандия. Италия, Япония. Нельзя смотреть на историю с одной стороны. Есть мировая история, а есть то, что совок себе придумал и защищает всю дорогу. Так это же глупо получается, если Советский Союз напал на Польшу, чтобы расчистить путь для вермахта. Ты не понял, при чем тут? Он не расчистил путь для вермахта. Период 2 года, с 39 по 41. Не, ну по факту же так получается, то что Он не расчистил путь для вермахта, он позволил вермахту покончить с Польшей, и вермахт переключился на другие фронты. Потому что сразу воевать на 2 больших фронта невозможно. Но Сталин все равно использовал практику мяса, как вы сейчас. Человеческая жизнь ничего не стоит. Не передумал дообщаться? Нет. Нет? Ты же не куришь, да? Курю. А, куришь. Разрешите. Ну, сейчас найду тебе где курить. И что ты думал над интервью? Как все прошло? Благодарю вас. Я пообщался. Мы тогда говорили об истории. Я возьму? Мы тогда говорили об истории, я пообщался с товарищем. Давай покурим пока. Ну и что тебе товарищи говорят? Действительно было так, но про Троицкое соглашение рассказал мне. О том, то, что когда парад был, но проезжали как колонны, деля территорию. Не понял нифига. Мы тогда смотрели то, что был Про парад. что мы тогда успели поговорить? Мы, по-моему, тогда долго говорили, да? Нет, полчаса. Ага. Что мы там успели поговорить, потому что это было 2 дня назад. О том, кто я, откуда я. Угу. А, все, вспомнил. Вы жили в частном доме с женой, ничего не интересовались, никого не трогали, жили и жили. Да, потом вот Ага. назвали. Потом про историю немного поговорили. Да, что мы по истории поговорили. По истории говорили про совместный парад Советского Союза и нацистской Германии. Когда? Их несколько было. Когда они в Польше были. Да, в Польше был парад. И все, мы только про это говорили. Ну и что вы узнали за 2 дня? Что вам Что ваши это? товарищи боевые рассказали? Что это было Троицкое соглашение о том, то, что тогда формировалась группа для защиты от Соединенных Штатов. Для защиты от Соединенных Штатов. Да. Во Вторую мировую войну уже тоже вспоминали Соединенные Штаты? Ну вот, несколько как объяснили то, что Троицкое соглашение было. Продолжим историю? Интересная правда или нет? Шокирующее. Ну какая же, то есть шокирующая. Правда Но бывает... я не знал об этом. Правда, вас тогда это зацепило нормально так. Да. Что деды с нацистами воевали. Вместе, плечо в плечо. Мне тогда объяснили то, что это по соглашению было, то, что тогда делили территорию Польши. Мгм. И парад был больше как... Не только Польши. Но я тогда вот... Поломать вообще до конца тебя? Можно не надо. Надо. А что ты боишься правду знать? Да, сейчас еще книгу читаем. Какую? О том, как в Донецке в тюрьме. Что Как она называется? Я название не успел заметить. Мы То сразу есть ты читать. читаешь книги? Мы по очереди читаем. Изоляция называется. Изоляция. И как тебе? Ну, пока там жестокие вещи только рассказывают. Это только начало. До жестоких ты еще не дошел. Вы еще не дошли. Есть те, кто был там. Да.
Или в похожей, как рассказать. Ну, мы все-таки добьем историю. Мне же доломать надо. Ну, доломать в смысле не поломать физически, а поломать ваш мозг, чтобы вы понимали, что вы живете в стране обмана, лжи с самого детства. Почему ты не хочешь знать историю? Я, короче, буду на ты, потому что ты младше меня почти в 2 раза, ты меня тоже на ты. Мне удобнее на вы. Разрешите на вы? Там... Давай, если ты скажешь еще хоть раз разрешите, ты будешь приседать. Понял. 100 раз. Понял. Если так точно скажешь, будешь тоже 100 раз приседать. Ты военнопленный, а я не военный. И мне говорить так точно, равняясь смирно, можно не говорить. Как мы микрофон тогда вешаем? Сюда. Пиши. Сюда. Вешаем. Значит, вот так и висит. Накурили мы. Курение вредно для здоровья, поэтому мы прячем. У нас продолжение разговора. Я тогда плохо себя стал чувствовать. Может подтвердить, что я там тогда уже кашлял именно жестко. От курения, не курения. Короче, не знаю, что. Кашляю. Так, добрый день еще раз. Спустя это мы разговариваем спустя 2 дня. Правильно? Да? Да. Поговорили про историю. Вы не хотите ломаться дальше. Микрофон работает? Да, работает. Не хотите? Я предпочел бы отказаться. Нет. А я хочу, чтобы вы знали правду. Ну, чего вы не хотите Тогда знать? продолжим. А чего вы не хотите знать правду? Расскажите. Ну, то, что эмоциональное давление я испытываю. Когда я вам рассказываю правду? Ну, вообще, то, что... Да стоп, если эмоциональное давление, мы не можем продолжать, потому что это будет расценено как пытка над военнопленным, и это противоречит Женевской конвенции. Есть, ну, хотя это бред, потому что это тупая история мировая. Сейчас, читая книгу, Читайте книгу. Там тоже ну, прикольные. не по себе. Ну, Сейчас не по себе, как-то- это ж такая штука. Не по себе. Многим кому не по себе. У нас многим кому не по себе. Потому что вы нас убиваете. Внутри словно опустошенный. Опустошен? Вы такими словами серьезными бросаетесь. Я имею в виду морально. Чего вы морально опустошены? Я, короче, на удивление для себя знал, что вам понравятся уроки истории. Подготовился, скажем так. Ну как подготовился? Ничего не делал, ну короче. Подготовился. Чтобы закрыть вопрос по истории, мы же его начали, но не закрыли. Я не помню, на чем мы закончились. От моих слов перейдем к видеофактам и фотофактам. Это штуки, которые вы согласны, что тяжело подделывать. Ну, мы все знаем, что такое дипфейк, что такое всякие истории. 25 секунд, оно сейчас все скачет. Смотрите, есть такие кадры. Так, что оно не показывает? Это дальше. Командир пулеметной роты товарищ Бабаев. Несколько часов назад, вырвавшись вперед с 4 пулеметами, он проявил исключительный героизм, уничтожив в горячей схватке большую группу польских офицеров. В расположение советских войск прибыли представители германского командования.
Тут будет обрезка, полный с немецкими офицерами порядок дальнейших на телеграм-канале будет полный этот ролик. И, скорее всего, я обрежу, чтобы люди, ну они же видеоряда не видят. продвижения Советов. Что вы увидели только что? Люди-то не видели. О том, то, что военнослужащий советских войск пожимал руку военнослужащим нацистской Германии, о том, то, что говорили, то, что смелый поступок, о том, то, что он с пулеметами уничтожил группу войск, группу солдат. Да. Как вам? Не прикольно, да? Ужасно. Не ужасно, что это история. Я показываю фотографии, тоже будут на телеграм-канале. Это парад, про который я вспоминал. Кого вы видите? Ну, здесь Советские войска, танкист и солдат нацистской Германии. советские солдаты и, Нацистская Германия. да, штандарты ихние. Вот они стоят на трибуне. Вот едет техника. Парад полноценный. Не как вам сказали, колонны проходили, а полноценный парад. Они принимают парад. Офицер какой армии? Нацистская Германия. А это? Советский Союз. Нет, это тоже нацистская Германия. Определительного знака я на нем не вижу. Ну, это два офицера фашистской Германии, это Советский Союз. Это по форме. Видно, по фуражкам. Ну, видите, да? У него по фуражке сразу видно. Да, и тут Здесь это же фуражка, она в фас просто. Ой, а тут что? Советский солдат. Да, а рядом кто? Из нацистской Германии солдат. Да, прикиньте. Давайте прочитаем. В Бресте прошел военный парад вермахта и Красной армии в честь разгрома польских войск и оккупации Польши. 22 сентября 1939 года в ходе Второй мировой войны советские и немецкие части провели совместный военный парад в Бресте на территории разгромленной и оккупированной Польши. Подобные совместные парады проходили и в других городах. Но события в Бресте детально отсняли немецкие пропагандисты, так как Германия хотела показать Англии и Франции, что СССР ее союзник. В самом Союзе парад не афишировали и назвали его «Торжественный марш» или «Церемониальное шествие». Как вам? Ну, про Тройское соглашение, вот. Как мне объяснили. Да, еще, короче, знаете, был еще один парад в 1941 году. Про это не знал. Уточнял, были еще. Мне только рассказали об этом. Ой. Будет обрезано. Традиционно в честь Международного дня трудящихся на Красной площади в Москве Какая дата? 1 мая 41 год. 1941 год. Москва. Да. проводится большой военный парад. Но этот готовился по-особому. Сталин хочет произвести на немцев сильное впечатление. Разведка докладывает ему о неизбежности нападения, но ему трудно поверить в то, что Гитлер осмелится нарушить советско-германский пакт о ненападении так скоро. Немцы присутствуют на параде. И, кажется, маршал Тимошенко, Да, слышу. Вот сейчас вижу. народный комиссар обороны Сталина, приветствует их с большим уважением. Что вы видите? О том, то, что советский солдат пожимает руку. Не солдат, а генерал. Генерал пожимает руку. Отдает честь офицерам. Красная площадь. Вот теперь уже можно не скрывать нашей дружбы с Гитлером. Да мы и не скрываем. Мы должны быть начеку в отношении тех, кто видит для себя выгоду в плохих отношениях между Советским Союзом и Германией.
их враждебны между собой, которые не хотят мира и добрососедских отношений между Советским Союзом и Германией. Эти господа действительно настолько засуетились, что лезут из кожи до иконы. О дружбе с Гитлером говорит не рядовой коммунист, а второй человек в партии и государстве Вячеслав Молотов. Что он рассказывал? О том, что великую дружбу Советского Союза и Германии хотят другие разломать. Лезут и лезут. Да? Но это все было согласно соглашению у них. Да, был пакт Молотова. Да. Ну, это нормально? А вы пришли и сказали, что они все с Америкой боролись. Помните? Но о том, что я узнал, то, что у них было Хотите, я соглашение... развенчаю вам этот миф, что не было никакой, ну, что с Америкой совсем другая история. Да. Точно хотите? Чтобы уже до конца? Да, хочу узнать. Академии сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Во главе колонны начальник факультета Академии полковник Павел Синишин. В суровые годы войны около 11 тысяч офицеров отправились Парад на фронт. Красной площади. 14 из них герои Советского Союза. Среди курсантов потомки героев-фронтовиков. Проходят военнослужащие роты почетного корабля 45-го года в Москве. Проходят военнослужащие армии Великобритании. Это гвардейцы элитного Уэльского полка, несущие службу по охране Букингемского дворца в Лондоне. В годы войны их предшественники-однополчане сражались с фашизмом. На Красной площади офицеры и солдаты Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Они представляют соединение, участвовавшее в открытии Второго фронта в Европе и в известной всему миру встрече с советскими войсками на Эльбе. В парадном строю проходят представители вооруженных сил Франции. На Красной площади военнослужащие свой... Что вы только что услышали? О том, то, что в Эльбе наши советские войска открыли второй фронт совместно с армией США. Вообще вы все не так слышали. Также и говорили, то, что... Нет, перемотать еще раз. Вы не можете даже слушать то, что вам говорят. Давайте еще раз, чтобы мы уже фиксировали как-то, да? Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Они представляют соединение, участвовавшее в открытии Второго фронта в Европе и в известной всему миру встрече с советскими войсками на Эльбе. Да, встреча с советскими Вначале был открыт второй фронт, точнее это тоже неправильно. Там Западный фронт был открыт еще в сентябре 1939 года. И вот Германия, вот Западный фронт, где была Франция, Англия, Штаты. А вот Советский Союз тут был. Это был Восточный фронт, это был Западный фронт. И они вот так вот шли на Германию. Но суть какая? Вы сюда зашли, сказали, что они воевали против Штатов. Нет, о том, что у них было соглашение по защите еще до Нет. Второй мировой. Нет, не было такого соглашения. Не знаю, кто вам это рассказывал, этот бред, но не было. Был один пакт Молотова и Риббентропа, который предполагал разделение Восточной Европы, в частности Польши, отделение различных территорий, передача их в совок. Не было там третьей стороны, было две стороны. Нацистская Германия и Советский Союз. Когда
Еще раз. Когда началась Вторая мировая война? Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. Правильно. Когда вступили союзники нацистской Германии, Советский Союз во Вторую мировую войну? Затрудняюсь в этом вопросе. 17 сентября, спустя неделю, они напали на Польшу. 1 сентября немцы. 17-го Советский Союз. Да, когда вступила в войну Англия, Франция и другие, Затрудняюсь ответить. 3 сентября уже начали войну с Германией. А? История-то совсем другая. А знаете, была еще война в Молдавии? Да, слышал об этом. Что вы знаете про эту войну? Только знаю, что она была. Только знаете, что там, кто там, чего там, как там, кто кого за что? Я не могу ответить на этот вопрос. Ну, я вам, хотите, намекну. То же самое, что сейчас происходит у нас. Так, чтобы не быть голословным, будет много обрезок, короче. Будет много обрезок. Война в Молдове. 92 год. Россия тогда работала по той же схеме, что и сейчас в Украине. Это военнопленный российской армии в плену у молдавских военных. Приехал в Урал. Цель пошел приехать. Воевать с фашистами. С какими фашистами? Из газет я понял, что называются они румынами, как, ну не нация, а типа, как вас зовут румынами. Оплачиваемость какая? 3000 в месяц? Для 92 года 3000 рублей это сумасшедшие деньги. Кто сейчас на экране? Боец русской армии. Да, оккупант, который пришел в Молдавию. Я хочу сказать, что казакам здесь делать нечего. Мы просим вас, мы молдаване, просим вас, чтобы вы уходили от этой земли. Эта земля молдавская была и будет, и навсегда останется наша. Нет у них душу, нет. Война нам не нужна. У нас своей беды на своей территории хватает. У нас тоже гибнут люди. Напоминает что-то? Будто один в один. Только там какой год? 92-й. А сейчас? 2023. А начали вы? В 2022. Ну, по сути в 2014, ну, вас конкретно коснулась эта история в 2022. Каком история современной вашей? Неоднозначно, не могу прямо сейчас. Давайте неоднозначности. Все-таки, ну, я не могу с вами записывать 18 серий. Какой-то сериал там «Друзья» там, или как-то. Вы же понимаете это. Да. То есть, ну, мы сегодня закончим в любом случае. Что интересного вы узнали? Но сегодня в плане истории о том, что у нас были парады с нацистской Германией, я не знал этого. О том, что о соглашениях для меня не было известно это. О том, как в Молдове происходило. Точно так же, как и сейчас. Да? Вы под флагом борьбы с фашистами, с нацистами идете в чужие страны воевать. Еще была Грузия. Еще была Чечня. Первая чеченская, вторая чеченская. Как? Вы страна убийц. В современном веке и в прошлом вы единственная страна, которая не может успокоиться. Еще была Сирия. Еще был Афганистан. Еще была Абхазия. Там, ну, так. Вы всегда несете кому-то, уничтожаете кого-то. При этом еще есть у вас Дагестан, где постоянно контртеррористическая операция.
При этом еще был Казахстан. Нет. Казахстан. Татарстан. Да? Нет? Волнения где были? В Казахстане были никогда. Значит, Казахстан, да. Расскажите про свою страну. Большая страна с огромными территориями, с добычей всех ресурсов, которые только можно представить в самой территории. Промышленность Население. 145 миллионов. Да. Сейчас, наверное, 150 где-то. Вы богато живете? Ну, это в зависимости от региона. То, что Вы ближе... лично. Да, я бы не сказал, что бедно, но и не сказать, что богато. На скольких вы работах работаете, чтобы содержать семью? Но я работал на одной работе и плюс подколымливал. Подколымливали. Когда вы уходили, когда вы приходили? Ну, на работу. Работа у меня была основная. То есть я работал одни сутки через трое. Сутки работал полностью 24 часа. И трое мог отдыхать. Ну, колымели. Подколымели. А колымил я, мог уйти. Вот трое суток, когда я отдыхал, я мог уйти часов 8 утра. То есть проснулся, поел, помылся, поехал. Ну, я понял. Ну, да, И, это... там уже как пожелаем. могут Объясните, идти. почему ваша страна, которая продает свои ресурсы всему миру, ну, по крайней мере, европейскому континенту, евразийскому, не может обеспечить своих граждан газом? У вас газ был дома? Нет, не было. О, чего? Дровами? Дровами. Прикольно. При этом ваш газ... Другого я не видел. По-другому не жил. Расскажите, почему так? Почему ваше правительство не беспокоится о том, что люди должны вместо того, чтобы спокойно прийти домой в теплый дом, отдыхать, должны еще париться, растопить печь. Это же неправильно в 2023 году. Или правильно? Есть программа газификации. Но до нас еще не совсем дошло. Через сколько столетий она до вас дойдет? Да, мне кажется, в ближайшие лет 10. Отлично. А сколько она уже идет, эта программа? Я этого не могу сказать. Всю жизнь она ваша идет. Вы строите трубы везде, куда можно, только кроме своих граждан. Вам не стыдно за свое государство? Нет. Почему? То, что оно хотя бы старается для меня помочь. Чем ваше государство старается для вас? Ну, у меня матушка многодетная. И что? Постоянно какие-то выплаты, помощь идет от государства. И что? Но это так проще жить. Хорошо, я, может, неправильно спросил. Вам лично что сделала сторона хорошего? Лично для меня было обучение бесплатное. Угу. То, что... Сколько вам ваша работа дает денег? Основная, без подработки. Я зарабатывал 17 500 рублей. Это мало. Даже я это знаю. Мало. Ну, то есть вы на свою зарплату прожить не можете с семьей. А если был бы ребенок, вы бы тупо не прожили. Это 100%. Ну, были бы постоянно кредиты, долги, там приходилось бы работать. С учетом графика. То, что график такой, сутки работать и трое. Да вы не пробуйте передо мной оправдаться. Мне, во-первых, это не нужно. Во-вторых, вы сказали, что вас бесплатно научили. Так может быть, лучше бы вас платно научили, но вы бы зарабатывали достаточно для того, чтобы работать с 9 до 6 и обеспечивать семью? Но это тоже вопрос о двух концах. Каких? У вас богатейшая страна по ресурсам. Вы торгуете нефтью, газом всему миру. Вам показать фотографию там, Арабских Эмиратов, которые 20 лет назад были пустыней. И сейчас там небоскребы и центр бизнеса, и центр экономики и банковских финансовых услуг.
А у вас как было, так и осталось все. Улица сильно поменялась за сколько вам? 22 года. За 22 года улица поменялась сильно? Да. Да, прикольно. У меня проложили асфальтированную дорогу, сделали когда? бордюры. Ну, я вот дожил большую часть жизни в селе. Угу. И вот допустим, я туда приехал, мне было лет 8, Угу. и уже мне было 12, там сделали асфальтированную дорогу, тротуары, свет. А газ? Газ не провели. Газ не так давно стали, то, что возможность подключиться есть. Проводят. Проводят. Тогда вернемся по сути вопроса. Что вы делаете у нас? Вы не рассказывайте про мобилизацию, про приказ, тюрьма. Да? О, точно, вы говорили, что в тюрьму могли попасть. Да. Да, прикольно, я вспомнил. Что вы делаете здесь? Оккупанты российской армии на территории чужого государства. Вы уже посмотрели Молдавию, вы посмотрели нацистскую Германию, вы посмотрели, как дерибанятся территории. Вы помните про Чечню, помните про Дагестан, помните про другие истории вашей страны. Я тогда еще и сказал, что это будто один в один. В один. Также в СМИ говорилось то, что будем освобождать народ от нацизма. Угу. А то, что мобилизованы, там, сами сказали. Это мне не интересно. Неинтересно. Нет, конечно. Вот. А что мне от того, что, то есть я знаю, что вас поймали, отправили, вам повезло, вас не убили, вы попали в плен. Что мне от этого? Есть и есть. По факту мне больше даже нечего сказать даже. Чем все закончится? Я не могу сказать. Вы чем же это пришли рассказать, поделиться своими эмоциями. Поделитесь эмоциями, которые вы сейчас испытываете. Вот после получения этой горькой правды, которую вы не хотели получать. Вы реально ее не хотели получать. Я эмоционально подавлен. Почему? Столько различной информации складывается в голову. Столько есть моментов подумать, и ни один из них не радостный. Не радостный? Подумайте вслух. Мне реально интересно. То есть мне не интересна ваша военная история. Вы 2 дня назад заявили о том, что вы эмоциональный человек, и используете там интересные слова в своей речи, которые 90% пленных не используют. У нас прикольно получилась пауза между разговорами. И вам опять же ваши товарищи внесли какую-то чушь про какой-то тройственный вы говорили? Соглашение. Тройственное соглашение. И там еще была Америка, которая тоже в нем участвовала. Они даже в плену, несут какую-то чушь. Фух. Тройственное соглашение. И Америка тоже там была. Америка воевала против немцев. Да, против немцев. А до этого мне объясняли то, что до этого, вот когда был раздел Польши, то вот именно тогда тройственное соглашение работало. Что Советский Союз и Германия. А третий кто? Но третий мне тоже затруднились ответить. Сказали, не то Италия, не то Англия. А Америка при чем тут? А вот что это союз был направлен на защиту против Америки. По крайней мере, мне так объяснили. Чушь, ему объяснили какую-то, которой просто чушь, дичь. Такого нет, не было и не будет. Не знаю насчет не будет, но не было и нет. Переполняют чувства, да? Да, эмоции. Шквал эмоций. Расскажите, что такое шквал эмоций? То есть переполняет ощущение того, что недосказанности словно какой-то я получал по школьной программе. Да у вас не было школьной программы по истории. У вас была обманутая история. У вас была полностью история, которая была удобна совку
и преемница Рашки. Мировая история, она совершенно другая. Полностью другая. Вы знаете же, были такие истории, как Голодомор. В плане? В прямом. Термин Голодомор известен вам? Ну, то есть, нечего покушать было. Или не давали покушать. Вы хорошо заметили. Голодомор был в Украине. 3 раза. В Правильно. 30-х годах, в 20-х годах и послевоенный, в 47 году. Когда вымирали полностью селами люди. В Советском Союзе точно так же было? Не было. Было. Не было. У вас был голод, когда вы... Откуда вы, Из напомните? Читы. В Чите не было голода. Я вам авторитетно заявляю. Можем погуглить. Да, давайте погуглим. Давайте погуглим. Что мы гуглим? О голоде в Советском Союзе. Не, мы гуглим голод Чита. Или голод в Советском Союзе. Голод в Советском Союзе. Хорошо. Голод в Советской России. Советское Центральное статистическое управление определило дефицит населения за период с 20 по 22 равным 5 миллионов человек. Голод в России 21 Голодомор – это геноцид украинской нации, совершенный в 1932-1933 годах, организованный руководством Советского Союза с целью усмирения украинцев, окончательной ликвидации украинского сопротивления режиму и попыток построить самостоятельное, независимое от Москвы государство. Как так получается? Я же не придумал, я спросил так, как вы хотели. Голод в Советской России, ну давайте в Советском Союзе. Ну, одинаково. Голод, охвативший... Их было 3. Ну вот тут же было написано то, что вот голод, массовый голод, охвативший в 1932 году, 1933 годах обширную территорию СССР, в основной степени районы, входившие в состав Украинской ССР, Российской СФСР, Включая Казахскую ССР, регионы Центрального Черноземья, Северного Кавказа, Урала, Поволжья, всех и Сибири. Да. Всех, кого нужно было ставить на колени, там был голод. А Украина пережила 3 голода. Да, вот фотографии. Прикольно? Короче, суть не в этом. Суть заключается, они были голодоморы, и они коснулись, мы прочитали кого. Больше всего голодоморов пережила моя страна, Украина. Но проблема была не в том, что вы правильно задали вопрос. Кушать было нечего. Урожаи были хорошие, но все забиралось. Приезжала Красная Армия, приезжали, там, НКВД. И было правило 3 колосков. Если у тебя дома находили 3 колоска, тебя там увозили куда-то там на Соловки, там куда-то там на Урал, в ссылку. Все изымалось. Голодомора в Москве не было. В большинстве регионов голодомора не было. Как вы думаете, зачем это все изымалось? Все до последнего колоска, реально колоска. для создания провизии Красной Армии? Нет. Почему вы хотите... смотрите, есть неугодный народ, который хочет всегда быть независимым. Это мы. Во-первых,
создав Голодомор, ты производишь что? Уничтожение народа. Неугодных. Ты их уничтожаешь просто-напросто. Во-вторых, тех, кто там выживает и что-то еще, ты их отправляешь в трудовые разные лагеря, на строительство БАМа, там, железных дорог бессмысленных всяких, где человек все равно умрет. И в-третьих, нужно было платить за коммунизм, который строился в Европе, еще где-то. Еда была, она забиралась и продавалась. Еще была целая история с церквями, с золотом, где это все рушилось и продавалось. И гнались эти все деньги куда? Пролетарии из всех стран объединяйтесь. Слышали такое? Да, я слышал. Что это значит, знаете? Не могу ответить. Ну, я не хочу, короче. Я слышал о другом. У меня бабушка сама рассказывала о голоде. А было это в Чите. И что она рассказывала? О том, что не было, о том, что... Урожаи были? Были, конечно, были урожаи. Да, и чего же бабушка Потом- голодала? Ну, то, что забирали. Прикольная у тебя страна? Тогда время по-другому шло. Люди То были есть другие. по-другому. Людям не надо было есть? Ну, есть всегда надо было, но Ну, тогда Советский Союз только поднимался на ноги. Об этом были рассказы. встает с колен до сих пор. А когда вы встанете с колен? С учетом последних событий. Но тогда Советский Союз только создался, пережил Первую мировую войну. Подготовился ко Второй мировой войне. Таки Сколько он подготовился? возвел? Думаю, да. Поэтому население должно умирать от голода, а мы будем строить армию и танчики клепать. Также и советского народа сколько полегло. Один Беломор-канал чего стоит. Архипелаг ГУЛАГ. Ну, вы сейчас, короче, кидаете в разные совершенно Ну, так это же было. Было, ну, И так, советские люди там были. да, так Да. и что? Ну, да, вы сейчас сами называете вещи ужасные для истории, где гибли тысячи человек. И Это вы... было. Так этого могло не быть, если бы не было кровожадного Сталина. Ну, вот именно Сталин тогда. Поднял с колен ценой миллионов жизней. И благодаря ему выиграли Короче, Вторую это мировую очередной, войну. извините за выражение, совкадрочер, я прошу прощения еще раз. И Путина он уважает, и пойдет он еще воевать еще раз за Путина. Но это тупо трэш. То есть сидит человек и рассказывает, что Сталин все делал хорошо, потому что он уничтожал, бессмысленно уничтожал миллионы человек, морил голодом, сам жировал, сам, короче, заключал... Я не говорю, что это хорошо, это ужасные вещи. Это ужасная часть истории. Ее могло не быть. Могло. Точно так же, как сейчас не могло не быть этой истории с вашим царем, который прислал тебя Я и убивать говорю, сюда. это ужасная часть истории. Так почему ты их восхваляешь? Я не восхваляю. Путин рассказывать- хороший чувак. Я не могу так ответить. А как вы можете Ну, ответить на Путина? Он для моей страны делает же. Что он делает? Он газ вам провел? Он помогает Как моей твоя, семье. сейчас, как твоя жена сейчас с дровами? Нормально ей? Если бы у мы- нее был ребенок, дрова Ну, жизни заготовлены? другой не видели мы так. Так и в живем. этом же и проблема, что вы жизни другой не видели. Вы привыкли как крепостные какие-то. Вы другой жизни не видели. Ты не был ни разу за границей. Я был за границей. Где? В Китае. Охренеть. И что? Есть с чем сравнить? Ну да. И что вот сравни с Китаем? Свою жизнь и Китай. Ну, Читу и Китай. Где ты в Китае был? В Маньчжурии. Я не знаю, я в Китае не Это был. первый город. Самый первый Сразу город за при въезде ленточкой, из да? России. Ну, такой себе, наверное. Ну там тяжело сравнить, допустим, до провинции Китая, до их нищеты я не доезжал, не видел, но знаю то, что в Китае есть нищета. Есть, конечно. Да. Только у вас это полстраны нищеты. И это тоже И есть. у вас загран есть? Был тогда. Он просрочен давно уже. А что вы делали в Китае? Турист? Турист? А я был в дохрена странах. Ты не назовешь столько городов в тех странах, в которых я был. И правильно вы говорите про то, что мы другой жизни не видели. А другая жизнь, она есть другая. Где газ есть у тебя дома. Где у тебя вода есть. Вода хоть есть? Вода привозная. 2023 год.
Но у меня колодец на участке есть. Супер, лежишь, короче. Я понимаю, у нас тоже села есть, где колодец и дрова. Сколько от твое село от Читы? 40 километров. Это тупо жесть. Вода привозная, колодец и привозная вода. Заболел ты, вот сейчас твоя жена заболела. Детей нету, да? Нету. Повезло. Вот она больная и ребенок. Что дальше? Кто наколет дров, кто дрова закинет, кто притянет воды. Но благо мы не одни же в семье. Мы счастливые семьи, потому что мы не одни. А Путин для нас... Что для Путина лично для тебя сделал, кроме твоего образования в ПТУ, по которому ты не пошел работать? Больше ничего получается. Получается ничего. Ну, А почему по образованию ты не пошел работать? Из-за здоровья. Из-за здоровья. А так зачем ты получал образование? Зрение, я вспомнил. А что, когда получал образование, не говорили, что зрение надо? Говорили 100%. Говорили. Ну и на что ты Но рассчитывал? тогда еще была надежда, что смогу получиться. Обману природу, не получилось. Пацан к успеху шел. Не фартануло, не повезло. Будем курить, короче. Потому что мне нравится, я хочу понять психологию человека, который калмычит, да? Как вы говорите? Как что? Калмычить или как? Это что? Подрабатывать. Колымы. Человек, который сидит, работает сутки трое. Кем вы сутки работаете? Я был кочегар. Кочегаром, короче. Ни хрена не лайтовая работа. Кочегарить сутки трое. Потом херячить еще, получать 17 тысяч. Это приближается к минимальной зарплате, по-моему. Сколько минималка у вас? 14. 14. То есть получает минимальную зарплату. И восхваляет своего царя, что Путин же красавчик. Вода есть? Нету. Газ есть? Нету. Туалет на улице. Логично. Да? Да. Я не восхваляю его. С колен-то они встают. Я говорю о том, что я жил неплохо. О том, что мне всего хватало. Я утверждаю, что вы живете плохо. Извините, пожалуйста, за мою прямоту. Это потому, что вы по-другому живете? Нет, это потому, что 2023 год, и вы молодой человек, у вас есть молодая жена. И вы ходите, добываете себе воду и топитесь дровами. Я понимаю, что село. То, что я по-другому живу, живу я по-другому, и что дальше? Вы правильно сказали, вы другой жизни не видели. А те, кто видел другую жизнь, вот этих 3 миллиона человек, они все свалили, когда объявили мобилизацию. А вся эта война строится на таких, как вы, у которых два варианта. Либо пойти умереть, если повезло, плен, или тюрьма. А в тюрьме что вас ждет? Пригожин. Вот и вся история. Охрененная страна. Молдавию посмотрели? Да, видел. Прикольно? Нет. Угу. Потому что вы нападаете на маленьких государства, которые можете типа схавать. Но Молдавию не схавали. Украину не схавали. Это, кстати, к белорусам я обращаюсь. Молдавия, да, и Белоруссия. Как-то мне говорил один пленный в формате того, что если бы батька не лег под Путина, то была бы вся Белоруссия Буча 2. Точнее, вначале была бы Буча в Беларуси, а потом все равно бы была Украина. Ни хрена бы не было так. А на вопрос, как все закончится, я не знаю. Да кто для вас Путин? Вы тоже так и не ответили. Президент страны. Царь ваш, а не президент страны. Уважаешь? Не знаю даже, что ответить на это. Или да, или нет. К этому термину не очень, оно как бы не работает. Различные прилагательные. Но он помогал моей семье. В чем эта помощь? Финансовая. Хорошо. Сколько вас в семье? Ну, я,
маленький брат и сестра. Сейчас уже не помогает он твоей семье на протяжении последних 4 лет, когда вы стали совершеннолетним, правильно? Мне и до этого как бы помощь не оказывалась только по учебе. А вот на моих младших брат и сестру, на них, да, А оказывалось. вы все вместе живете, да? Ну, раньше жили, я отдельно стал потом жить. Ну и что он, получала твоя мать 5000 рублей как многодетная? Нет. А сколько? Ну, получалось, я не знаю сколько, но хватало для того, чтобы собрать детей в школу. Какие-то бытовые мелочи приобрести, это хватало. Это базовые вещи, это базовые потребности человека. Собрать ребенка в школу, это надо одежды там 2-3 комплекта и тетради купить. Тетради, учебники. Страна, которая торгует на весь мир газом и у которой триллиарды русских рублей в виде нефтедолларов падают просто как фантики. Они радуются тому, что сторона давала денег, чтобы можно было одеть ребенка и купить ему тетрадки, книжки. Бинго, как оно там называется. Что еще хорошего в вашей стране? Не сейчас, потому что сейчас вы изгой, и от вас все морозятся. Ваша страна изгой во всем мире. Скоро будет Северная Корея. Ну, я как молодой, мне было просто устроиться на любую работу. Просто? Ну, достаточно просто, я бы сказал. Вы считаете, вы нашли хорошую работу? Я думал, что кочегарами в 20 лет не работают. В 20 Я лет не это... жаловался на свою Да, работу. это, короче. У нас разговор получается с человеком, которого все устраивает. Вот тупо в принципе все устраивает. Основная работа 17 тысяч, и вы всего получали где-то до 40, вы говорили. 60. До 60. Почему ваши неосновные работы приносили вам больше, чем основная? Ну, потому что я хорошо работал. Я бы мог в любой момент отказаться и не пойти работать. Как это работает, короче? Ну, то, что Колым это неофициальная работа. Захотел, пошел, захотел, не пошел. Колым на неофициальной работе надо вваливать. И приходишь, наверное, ноги там протягиваешь от того, что наколымачил. Ну, и такое бывало, да. Я не спорю. Говорите номер телефона. Мы же помним, да, что я вам тогда сказал, что вы звонить не будете. Я просил тогда смс написать. У нас, Моя личная у просьба меня была. нет смс. Говорите номер, здесь будет обрезка. Понятно, ну как всегда. 7. Как ваша фамилия? Жива. Фамилия? Ваша, да. Живаев. Там есть WhatsApp какой-нибудь? Телеграм. Посмотрим в WhatsApp. Там интернет хоть есть у вас? Да, конечно. Я бы, короче, так... Хорошо. Правильный номер? Да. Нету его в Телеграме. Если попробовать не +7, а 8. Нет, надо +7. Я то, что еще когда был Нет. под Волновахой, я У вас была матери писал. вражеская симка. Ну, в Телеграме этот номер не зарегистрирован. Я писал матушке в Телеграме. Ну, смотрите, номеру. вот ваш номер. Он у Да. меня в записной книге. Видите, да? Когда я открываю WhatsApp или Telegram, синхронизируют записные книги. Если номер зарегистрирован, то я могу на него написать. Если номер не зарегистрирован, я на него написать не могу. А в Вайбере можете проверить? Могу проверить в Viber. В Viber есть. Да, вот. Да, моя мама. Неожиданно. Вайбером же вы не пользуетесь.
сообщение. Вы не говорите, где вы находитесь. Пусть она сейчас... Я могу сказать, что я в центре обмена? Да это не центр обмена, это плен. Вы находитесь в украинском плену. Какой это центр обмена? Пусть она возьмет трубку. Да поговорите. Какой центр обмена? Ты кто вам это сказал вообще? Ну, я так понял, что... А что вы так поняли? До этого, когда записывали первый СМС. Ой, СМС. Ну, вы были Обращение. на фронте, на войне. Какой нафиг центр обмена? Сами все что-то придумывают, сами все что-то. Подскажите, пожалуйста, сколько времени? 17:37. Дома уже ночь. Ночь. У нас 6 часов разницы. 11:30. Звоним на обычный номер. Ну они же знают, что ты в плену? Или Ну, нет? Записывали краткое видео, когда я был в подвале. А жена номер помнишь? Да, Может жену? лучше матушки. Алло, здравствуйте. Это автоответчик. Извините, меня слышно? Повторите погромче, пожалуйста. Алло, вы тут? Даешь номер жены? Может, все-таки матушки? Так она не берет трубку. А я смс напишу. Голосовой. Ну, на, запиши голосовой смс. Я же хочу, чтобы ты поговорил, а не просто сообщил. Здравствуйте, родные, любимые. За меня, мамулька, не беспокойся сейчас. В плену со мной обращаются очень хорошо. Дают покушать. Здесь тепло. Жду обмена. В следующий раз я уже напишу, когда буду в России. Простите, что подвел вас. Передай Анютке, отцу, то, что со мной все хорошо. Знаете, я вас очень сильно люблю. Вы все для меня. Так что ждите. Скоро уже, скорее всего, буду в России. Смогу вернуться домой. Я могу вас попросить сделать фотографию, что нормально все со мной. Улыбка. Пойдет? Да? Усы дорисовать? Нет, спасибо. Сильно счастливый ты в плену какой-то. Так самое главное, чтобы родные думали, что молодец, живой, здоровый. А что ты их подвел? Потому что я мог быть дома. Ты еще мог быть 200-м. Ну, Я могу написать то, что это в военкомат сообщили. да запишите голосовое сообщение, потому что текст-то могу написать я, а голос-то твой. Чувствуешь разницу? Да там что просто И военкомат. нет, запиши голосовое сообщение и скажи, чтобы она сюда не звонила. Потому что она будет наяривать там с 3 утра. Мамулька, ты сюда не звони. Это. Ну, я сам уже позвоню, как уже, скорее всего, буду в России. И скажи, пожалуйста, военкомат о том, то, что я в плену. Военкомат, воинская часть. И скажи Анютке, чтобы поменяла пароль на моей почте. Этот e-mail. И от банковской карты 5 цифр пароль. Номер и карта у Анютки находится. Спасибо большое.
Что это за военная тайна? Поменяй пароль. Ну, то, что у меня спрашивали пароли. Конечно. Ну, я там все дал, все сказал. У меня просто аккаунты привязаны к почте. И что? Боюсь, что потеряются. Новое сделаешь? Новые делать там, у меня много слишком привязано к моей почте. Много что потеряю. Чувак, ты сидишь в плену у нацистов, короче, и паришься про аккаунты, которые у тебя привязаны к почте? Это точно все нормально? Ну, вообще. Тебя убивать должны тут, по идее. Но я первые дни получал достаточно хорошо, получал. Было за что? Ну, конечно. За что? Я враг. Я пришел, вторгся на чужую землю. Так, что мы еще не поговорили, что я тебе еще не рассказал? Какую тебе еще? Отвечу на твоих 3 любых вопроса. Давай. Как долго здесь люди проводят время? Как очень быстро, так и есть те, кто здесь с 25 февраля прошлого года. А вопросы могут быть любые абсолютно. То, что вот конкретно меня интересует. Не, ну можешь спросить про, да, любые, а что? Но меня вот еще интересовало, вот, как вот здесь Новый год справляли люди. То есть, А как ты думаешь, они справлялись здесь? ну, не знаю, там какую-нибудь булочку им принесли. Там, допустим, в туалет можно было сходить по желанию. Там, то, что двери те открыты. Ну, просто интерес такой. Как справляли Новый год? Я знаю, пиццу ели. Здесь? На День независимости Украины. Я не знаю как. Ну, это какой-то такой неожиданный вопрос. У меня здесь не было на Новый год. Я дупля не представляю, как справляли. Ну, мне вот так вот было интересно, как праздники проводятся. Могу я сигарету закурить? Закури. Благодарю вас. Короче, какие-то такие вопросы, типа, как праздники проводятся в плену. Никак не проводятся, вы в плену. То есть, как праздники проводятся. Вы реально настолько наивны? Вы вообще тупо не догоняете, что вы в плену? Я понимаю это. Давай еще вопрос. Ты же спросить не мог с теми, с кем ты сидишь, как проводятся праздники? Я большую часть времени был у себя в голове, на своих мыслях, на своей волне. Они не разговаривают друг с другом. Это тупо известный факт. Они вообще не общаются. Это, короче, я не понимаю, что у них происходит. Они каждый сам за себя. Своих не бросаем, это вообще не их история. Они тупо нахрен каждый сам за себя. Почему? С какой-то либо просьбой я могу подойти, обратиться, и мне с советом помогут. Либо, допустим, у меня что-то потребуется, меня также выручат. У меня было такое. 3 вопрос. Первый, сколько здесь можно пробыть. 2, короче, как тут проходят праздники. 3. Я не знаю, что задать. Как относятся, вот, выходит выпуск каждый день. Как люди относятся? Какой Сами выпуск? к пленным. Ну, то, что вы говорили. Что я говорил? Не понял. Ну, то, что выпуски выходят каждый день. По один день, один выпуск. Что такое один день? Да, и вот по комментариям интересно, как люди относятся к нам. К вам? Как ты думаешь? К пленным. Как ты думаешь, как относятся? Хочешь, мы почитаем комментарии под твоим видео? Да. Ты поотвечаешь на вопросы? Да. Обратись к зрителям, пусть тебе напишут вопросы, а Надя, наш админ, отберет 20 вопросов. Попроси людей, да. Можете написать вопросы. Можете написать о том отношении ко мне, к таким же военнопленным, как я.
чтобы мы потом могли это почитать, ответить на интересующие вас вопросы. Да, будет часть 2, короче, только что придумал. Надя выберет топ-20 вопросов, которые наберут больше всех лайков. То есть я понимаю, что если там 1000 человек напишет 1000 вопросов, то это бесконечная история. Надя выберет на свое усмотрение. Не выдыхай туда, выдыхай сюда. Там люди смотрят. Серега вообще не курит, короче. Там Серега есть 1, 2. Много Серег там есть. А этот Серега не курит, он спортяка. Он сейчас 20 приседаний сделает, короче, и 20 отжиманий. А ты ему сейчас накурил там, и он все дела тоже закурит. Да, Надя, короче, выбери, пожалуйста, 20 вопросов, которые наберут там за 3 дня после публикации больше всего лайков. Мы зададим их читинцу. По традиции у нас военнопленные обращаются к своим согражданам, друзьям, землякам с призывом идти сюда, не идти сюда быстро, не идти сюда никак. Что брать с собой, что не брать с собой. Если хотят, обращаются. Если не хотят, не обращаются. Что я могу сказать? Не идите сюда. Спросите какие-то вещи брать, никакие не берите. Просто не идите сюда. Дело говорит, прислушайтесь. Вот все, что я могу сказать. Сидите лучше дома, в кругу своей семьи. От себя добавлю, не сидите дома, прячьтесь или комбинируйте, чтобы вас не поймали. У меня все. У меня тоже все. Спасибо. Спасибо вам за беседу, за звонок домой. Звонка домой не было. Его не должно было быть. Спасибо. Сидите пока.